Мой друг был дипломированным инженером-нефтяником. Учился 4 года в университете штата Вест-Вирджиния. После университета пошел на шахту. Работа убийца. Доктор подписал его на Окси. Он не прожил и года. Умер. Умер от передоза. В Вест-Вирджинии много шахтеров-угольщиков, и эта профессия приносит много травм. И существует такая тенденция, когда сильнодействующие препараты прописываются при производственных травмах шахтерам, чтобы вернуть их на рабочее место как можно скорее. Оксикантин – обезболивающий препарат, синтетический наркотик, созданный на основе опиодов, более известный как деревенский героин. Легальный наркотик, который продается по рецепту врача. Воздействие на нервную систему препарата сопоставимо с эффектом от героина или опиума. Стоимость одной таблетки оксикантина – $2,5. Если ты не работаешь на шахте, у тебя фактически нет другого способа зарабатывать деньги. Тебе остается только продавать наркотики. Если вы встретили человека, который не встает с утра на работу в шахту, по-любому он продает обезболивающие таблетки. Поголовная наркозависимость в народе была инициирована действиями компании Purdue Pharmaceuticals, которая производит оксикантин. Об оксикантине пошла молва, и люди, у которых не было проблем с наркотиками вообще, подсели на это обезболивающее, потому что доктор сказал им, что это хорошее средство. Как правило, эти люди не подозревали, что за каждый рецепт с этим лекарством доктору приплачивают. Это эпидемия. С кем бы вы ни заговорили, все пробовали хотя бы раз. Докторам намного проще прописать оксикантин от боли, связанных с травмами, а компаниям по добыче угля намного проще отправлять рабочих в клиники лечения боли, где для лечения назначают медикаменты, потому что стоимость терапевтической реабилитации намного выше, чем небольшое количество таблеток. Несколько больших производителей обезболивающих препаратов выстроили в Вест-Вирджинии внушительное лобби, чтобы люди не могли препятствовать их бизнесу. В частности, производители эфедрина. И, конечно, производители оксикантина. Эти люди следят за тем, чтобы никто не мешал им продавать здесь препараты. Оксикантин производится компанией Purdue Pharma. Благодаря этому препарату в 2000 году компания получила $275 миллионов прибыли, и с тех пор производство Окси выросло в 10 раз. Продажи оксикантина в 2011 году составили $2,8 миллиарда, при этом прибыль не менее $1,5 миллиарда. Что мы только что сделали? Мы отфильтровали 30 штук перкоцета. Получив вот такой отвар, оксикодон сел на дно, а аспирин остался сверху. Когда готово, выпиваем шот и кайф. Это то, что положит начало нашему путешествию. Моя последняя в жизни доза оксикантина. Последний шот правой ноздрёй. Это уже 3-й раз я говорю «нет» за последние 3 дня. В прошлом месяце за 2 первые недели я приняла 360 таблеток. Я принимаю оксикодон, морфин и сому. Мне нужно принять таблетки еще до того, как я выбралась из кровати. Я просыпаюсь и ем таблетки еще до того, как мой младший сын ушел в школу. Мне нужно 15 таблеток Окси в день. Я сам пережил передоз 7 раз, и каждый раз я был мертв де юре. Я потерял несколько друзей, ушедших от передоза. Я знаю несколько семей, которые прошли через передоз. Передозировка рецептурными препаратами – самая распространенная причина случайных смертей в Вест-Вирджинии. О боже, да каждый месяц от передоза умирает где-то по 100 человек, если говорить навскидку. Я слышу об этом постоянно. С тех пор, как я ушел с наркотической сцены, я слышу минимум раз в неделю, что так-то и так-то. Этим утром его нашли мертвым. Новая цифра в статистике. Все эти деньги у меня поднял на таблетках.
Идешь к доктору, платишь кэш, и тебе дают таблетки. Сейчас я покажу вам кое-что, если найду. Вот. Я знаю доктора в Вашингтоне. Платишь ему косарь долларов визой. Вот давайте посмотрим на коробочку. Он назначил 450 таблеток оксикантинова по 300 мг в месяц. Он назначил по 15 30-граммовых таблеток в день. Принимать 6 штук каждое утро. Затем 5 таблеток в час дня и 4 перед сном. Платишь этому доктору $1000 в месяц, и вот что он тебе выдает. Я все время на болеутоляющих препаратах. Я потеряла контроль. Я запустила дом, я не готовлю. Я ничего ни для кого не делаю. Я не слежу за детьми. У меня даже нет желания сходить с ними на игру, оценить их спортивные достижения. Мне так стыдно. Я плохая мать. Тут у нас полно 19-20-летних девчат, которые предлагают секс любого свойства за $5-10. Это ужасно. 70-80% жителей города больны гепатитом С. Вот это я как раз никогда не делаю. Я не укалываю себя иголками, только нюхаю. У меня сейчас с собой есть упаковка. У меня есть таблетки Зинекса и оксикантина. Я люблю их смешивать. Считается, что эта комбинация смертельна, но мне нравится, и я так делаю. Вот эти голубые таблетки. Они больше не делают оксикантин. Они делают тороксикантин. И вот это 30-миллиграммовая таблетка роксикодона. Стоит около $40-50. В Вест-Вирджинии каждую семью затронула эта проблема. Любой житель, кого ни возьми, знаком с кем-то, кто сидит на оксикантине. Или знаком с семьей, в которой есть наркоманы на оксе. Только недавно мэр округа Макдауэлл был убит невесткой. Она пыталась одолжить у него денег, чтобы купить болеутоляющее. Сын мэра нашего города, Чарльстон, тоже борется с пристрастием к болеутоляющим. Мы поступили в один колледж. Он был здоровенным мужиком, 6 футов. Мы жили в одной комнате в общаге 5 лет. Мой лучший друг только что умер от гребаного передоза. Таблетки. Он был таким же джанки, как я. И если я не брошу, я нахрен сдохну. 100 человек умирает в Америке ежедневно от передозировки наркотиками. Больше половины смертей вызваны передозировкой и выписанными для лечения лекарствами. Более 1000 американцев погибают ежегодно от рекомендованного врачами препарата оксикантин.